Звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса с еврейскими корнями. Алла Пугачева и Максим Галкин. Пугачева – еврейка по папе, а Галкин – по маме. Можно было бы подумать, что это совпадение. Однако, если отследить жизненный путь примадонны, то становится понятно, что она всегда была неравнодушна к еврейским мужчинам. Бывший муж Пугачевой, Филипп Киркоров, еврей по матери. Их пышное бракосочетание проходило в столице Израиля. Конечно же, по духу и менталитету Пугачева и Галкин больше русские, нежели евреи. Однако супруги не забывают о своих корнях и помимо России также связаны и с Израилем. У Пугачевой на Святой Земле есть шикарный особняк, а мама Максима последние свои годы проживала в Иерусалиме. Иван Ургант. К российским звездам-евреям относится и известный телеведущий Иван Ургант. По национальности он наполовину русский, на четверть эстонец и на четверть еврей. Многие еврейские издания причисляют его к иудеям. Об уважении звезды телеэкранов к иудаизму можно судить по одному эпизоду. В 2017 году на Рублево-Успенском шоссе открылся еврейский религиозно-культурный центр, и Ургант снялся в рекламном ролике, где предстал в иудейском молитвенном облечении – талите. Антон Макарский и Виктория Морозова. Антон – еврей по маме, сейчас она живет в Израиле. А у Вики евреи по линии отца, и фамилия ее предков была Гахштейн. По словам Морозовой, мама с самого детства советовала ей найти мужа еврея. Мама всегда говорила: «Ищи себе еврея, они боготворят своих жен», и она была права. Антон очень заботливый, всегда за меня переживает, спрашивает, как я себя чувствую, рассказывала Виктория. Также супруги очень любят Израиль, и своего первенца, дочку Машу, Вика рожала в клинике Иерусалима. Иванка Трамп. Тот факт, что Иванка Трамп является иудейкой, вызывает удивление общественности. Ее мать Иванна Трамп – славянка, а отец, бывший президент США, этнический немец. Иванка прошла процедуру гиюра, то есть обратилась в иудаизм, перед свадьбой с предпринимателем Джаредом Кушнером. Бизнесмен воспитывался в семье ортодоксальных евреев и является лидером еврейской общины Нью-Йорка. Несмотря на то, что отца девушки часто причисляют к антисемитам, он поддержал решение дочери. Ксения Собчак и Максим Виторган. Виторган происходит из семьи известных еврейских актеров, а Ксения – еврейка по матери. Что интересно, первая супруга Максима, Вика Верберг, тоже еврейка. Выбирает ли актер женщин по национальности, неизвестно, но при этом он никогда не выпячивал свое еврейство и всегда позиционировал себя русским. Гены и национальность вторичны. Главное – это то окружение, в котором ты вырос. Я разговариваю и думаю на русском, считает Максим. А вот Ксения Анатольевна на этот счет не столь толерантна, и из уст ведущей не раз лился негатив в адрес русских. Все эти люди, которые меня ненавидят, обычное быдло. Это исконно русская черта, поэтому я больше люблю евреев, заявляла Ксения Собчак. Иосиф Кобзон. Самый известный еврей эстрады Иосиф Кобзон. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Канер после кончины артиста вспоминал его как истинно верующего иудея, который соблюдал шаббат, несмотря на любые трудности, и был готов пожертвовать некоторыми религиозными убеждениями для благих целей. Леонид Агутин и Анжелика Варум. Агутин и Варум – чистокровные евреи, и оба выросли в семье музыкантов. Они познакомились в середине 90-х. Леонид предложил Анжелике сделать совместную композицию, но она ответила, что такие вопросы ему лучше обсудить с ее отцом и по совместительству продюсером Юрием Варум.
Агутин не растерялся и на следующий день с коньяком в руках заявился к будущему тестю с предложением о сотрудничестве. Отцу Анжелики молодой певец пришелся по душе, и он одобрил их совместное творчество, а позже дал свое согласие и на их свадьбу. Супруги уже более 20 лет вместе и считаются одной из самых долгоиграющих звездных пар России. Джиган. Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, не распространяется о своей религиозной принадлежности, однако некоторые сайты причисляют его к списку знаменитых евреев, проповедующих иудаизм. Основанием для этого стали фото звезды, из которых видны татуировки музыканта. Там видны еврейский семисвечник и надписи на иврите. Мэрилин Монро. Звезда классического Голливуда Мэрилин Монро приняла иудаизм 1 июня 1956 года, когда вышла замуж за писателя Артура Миллера. Даже после развода и до самой смерти от данной религии кинозвезда не отказывалась. Но синагогу не посещала, считая, что нет смысла выставлять свою религиозную жизнь на публичное обозрение. Несмотря на это оправдание, брат Миллера считал, что религиозность Монро была довольно поверхностной. Михаил Шац и Татьяна Лазарева. Михаил и Татьяна никогда не скрывали своих корней, даже ни разу не шутили на эту тему. У Шаца оба родители евреи, и, по словам ведущего, в детстве он был типичным еврейским мальчиком. Татьяна же имеет еврейские корни по линии матери. Супруги всегда с уважением и гордостью говорят о своих корнях, а также состоят в еврейском конгрессе. Тимати. Тимати тесно общается с чеченским народом и уважает ислам, поэтому многие причисляют исполнителя именно к этому религиозному течению. Тем не менее, как признавался рэпер, на деле не все так просто. У иудеев считается национальная принадлежность по матери, у мусульман по отцу. Моя мать еврейка, а отец татарин, мусульманин. Несмотря на разные вероисповедания, родители жили в браке. Соответственно, я уважаю и Тору, и Коран. Я ходил и в синагогу, и в мечеть. Для меня Бог един. Лариса Долина. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Родилась в Баку в еврейской семье строителя Александра Макаровича Кудельмана и машинистки Галины Кудельман, урожденной Долиной. В 3-летнем возрасте переехала с родителями в Одессу, в родной город родителей. Олег Газманов. Советский и российский эстрадный певец и поэт. Отец, майор Михаил Семенович Газманов, был профессиональным военным, по национальности татарин. Мать Зинаида Абрамовна – врачом-кардиологом в военном госпитале, по национальности еврейка. Тамара Гверцетели. Советская, грузинская и российская певица, народная артистка Ингушетии. Я человек мира. Выросла в интернациональной семье. Папа грузин, а мама еврейка. Аркадий Укупник. Родился в 1953 году. Я родился на Украине. Там с 5-летнего возраста я познал, что такое быть евреем, что значит быть чужим среди своих. Уже взрослым, переехав в Москву, я сразу отметил, что здесь нет такого жестокого отношения к евреям, как на Украине. Шайя Лабаф. К знаменитым иудеям Голливуда относится звезда трансформеров Шайя Лабаф. Его мать еврейка, а отец воспитывался в протестантской семье. Лабаф во всеуслышание заявил, что является последователем иудаизма, но не верит в Бога на личном уровне. Однако после съемок в фильме «Ярость» артист признался, что нашел Бога и стал глубоко верующим христианином. К этому решению его подтолкнула не столько роль солдата, но и общение с коллегами по съемочной площадке.
Подпишись на канал и жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя.